Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать всех новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много, чтобы вы не растерялись. Они собраны небольшие коллекции под названием плейлистов, где вы можете найти эти плейлисты. На главной странице моего канала, там, где сверху написано «Главное», «Видео», «Плейлисты». Вот нажимаете на плейлисты, проваливаетесь, да, у вас появляется большое количество папочек. Выбираете любую, смотрите видео. Надеюсь, видео вам понравится. Вы ставите свои лайки, напишите комментарий. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появляются новинки. А своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам отдельный привет и слова благодарности. Вы моя большая группа поддержки. Вас уже так много. Спасибо вам большое за теплые слова, за отзывы. Я к вам сегодня с новым узорчиком, но с ниточками мы с такими уже работали. У нас уже есть пара узорчиков. Да, называются ниточки, смотрите, кто еще не видел, не вязал. Alize Шикерим Baby Batik. Потому что, видите, такая секционного окрашивания. Такая ярко-ярко нарядная такая ниточка. Итак, что это за ниточка? Смотрим. Это 100% акрил. Нам здесь советует производитель. Берите крючок от 2 до 4. И смотрите, здесь метраж получается в 100 граммах 320 метров. Поэтому можем взять 3,5. Вот я вот работала, да, с крючком 3,5. В принципе, меня устраивает. Вы можете для себя подбирать. Если хотите плотность вязания, если у вас, ну, как бы поплотнее, да, то берите крючок, естественно, маленький, то есть потоньше. Если хотите, чтобы более рыхлое было, такое воздушное вязание, берите крючок побольше. Вот, сегодня опять, как и в прошлом узорчике, я хочу позвать на помощь вот такую вот ниточку, да, то есть буду сочетать цветное и белое. Называется ниточка Yarnart Elite. Это, смотрите, тоже 100% акрил. Так? И здесь получается метраж 300 метров. Здесь 320, здесь 300. Поэтому я их вместе совмещу. То есть ниточка, в принципе, одинаковой толщины. И здесь нам говорит производитель, берите крючок 3,5 миллиметра. Вот, мы уже взяли 3,5 миллиметра. Поэтому будем вязать двумя ниточками. Ну что, свяжем? Давайте. Итак, я хочу начать с беленькой ниточки. Вы начинаете с любой, с какой хотите. Схемку я прилагаю данного узорчика. Схемка ходит в свободном доступе в интернете. Схемка, ну вот какого качества есть, да, то есть выбирала самое лучшее. И смотрите, по схемке получается раппорт узорчика равняется 8 петелькам. Поэтому я наберу 33 воздушные петельки, как бы на 4 раппорта, да, и одну петельку дополнительно, чтобы красивый узорчик закончился. Вы, естественно, набираете, как вам удобно. Итак, у меня это получается будут 33 воздушные петельки. Итак, все как всегда. Вначале мы делаем петельку фиксации. А теперь 33 воздушные петельки. Поехали. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. Есть наш будущий образец. Далее делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И в 5-ю петельку провязываем столбик с накидом. Вытягиваем ниточку и по 2 петельки. 1, 2. Накид. В следующую петельку точно так же. По 2 петельки провязываем. 1, 2. И так далее. Идем в каждую петельку и провязываем столбики с накидом. Мы сделаем дополнительный ряд, особенно новички, да. Потому что по узорчику нужно будет пропускать очень много воздушных петелек, чтобы вы не запутались. Мы сделаем вспомогательный ряд. И по столбикам вам будет намного удобнее ориентироваться, чем по воздушным петелькам. То есть, как бы мастерицы опытные скажут, да, что так будет удобнее. А опытные мастера могут просто не вязать данный ряд, а приступать непосредственно сразу к узорчику. А мы с новичками провяжем. Итак, смотрите. Получается, 3 петельки подъема, которые мы провязывали, это тоже считается как столбик с накидом. Я сейчас провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 столбиков. И так далее я провязываю, у меня должно получиться 33 столбика с накидом. То есть ровно столько, сколько петелек я набрала. Контролируйте у себя, сколько вы набрали петелек, столько должно быть столбиков. Понятно? Все, несложно. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот я провязала практически до конца. Почему практически? Потому что я здесь хочу в последнем столбике поменять ниточку. То есть я ввожу новую ниточку. Вы можете провязывать той же самой. Если будете менять, новички, смотрите, если кто еще не знает, последние 2 петельки столбика, неважно какого, с одним накидом, с двумя, с тремя, да, последние 2 петельки провязываем новой ниточкой, так,
И по узорчику сколько необходимо нам будет воздушных петелек. В моем случае должно быть 3 воздушные петельки. Я провязываю новой ниточкой 3 воздушные петельки, параллельно кончик буду прятать. Итак, смотрите, делаю кончик слева направо, вот так вот крест-накрест, видите? И провязываю одну воздушную петельку. Есть. Справа налево, вторая воздушная петелька. Слева направо, третья воздушная петелька. Таким образом я как бы фиксирую и прячу кончик своей ниточки, да? То есть все, я, получается, ее уже зафиксировала, я ее спрятала. И вот все, что осталось, я могу с чистой совестью уже отрезать. И никуда эта ниточка у меня уже не денется. Все, далее приступаю к самому узорчику. Итак, это были 3 петельки подъема. Подтягиваю беленькую ниточку, поворот. И сюда же, в этот же столбик, верхушку этого столбика, я провязываю 2 столбика с накидом. Раз. И сюда же 2. Есть. Далее делаю 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. А здесь в столбиках, да, сейчас нам будет намного удобнее, чем воздушные петельки, мы отсчитываем 7 столбиков. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И в 8, аж 8 столбик мы провязываем 2 столбика с накидом. Раз. Сюда же 2. Далее воздушная петелька. И еще раз сюда же раз столбик с накидом. 2 столбик с накидом. У нас получился вот такой вот веерочек. Да? Здесь получается у нас пол веерочка. Здесь у нас полноценный веерочек. Далее опять 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. И отсчитываем 7 столбиков. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот в 8 начинаем провязывать опять такой же веерочек. 2 столбика с накидом. Раз, 2. Воздушная петелька. И сюда же еще раз. Столбик с накидом. Раз. Столбик с накидом. 2. Вот наш веерочек второй готов. И так далее. Провязываем точно так же. Опять пропускаем. Делаем 3 воздушные петельки. Пропускаем 7 столбиков. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И в 8 опять провязываем наш веерочек. Раз, 2. Воздушная петелька. Сюда же. Раз, 2. Еще один веерочек получился. 3 воздушные петельки. И пропускаем. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот 8 получается, да, там где 3 петельки подъема, мы провязываем всего лишь 3 столбика с накидом. Раз, 2 и 3. То есть вот наш будет первоначальный ряд нашего узорчика. Увидели, да? Вот такая вот красота. Продолжаем дальше. Смотрите, у нас получается каждый ряд будет нового цвета. Да? То есть получается беленький будет сменять разноцветный. Белый разноцветный, белый разноцветный. Чтобы мы с вами не стригли, да, чтобы у нас не было много кончиков, мы здесь оставляем ниточку цветную, а с этой стороны, да, беленькую, видите, мы здесь оставили. Мы с этой стороны будем подсоединяться беленькой, идти до цветной. Понятно? Потом цветной провяжем и вернемся беленькой. И вот так вот друг за дружкой они у нас будут ходить. Понятно? Чтобы у нас наша цветная не распустилась, мы здесь в конце сделаем вот так вот воздушную петельку и подтянем и оставим ее. Теперь переключаемся на беленькую. Ну, в моем случае, да, беленькая. В вашем случае может быть любая другая ниточка. Смотрите, здесь было у нас 3 петельки подъема. Мы в 3-ю петельку подъема ныряем и потихонечку, аккуратненько, сильно не тянем. Вот так вот беленькую переключаемся на ниточку, да? Вот. Если вы затянете край, он, конечно, зажулькается, поэтому аккуратненько. Итак, что мы теперь здесь делаем? 1 воздушная петелька. Сюда же нырнули и провязали столбик без накида. Есть. Теперь смотрите внимательно. Делаем накид. И помните, мы сейчас должны будем провязывать в белом ряду. Мы, помните, пропускали здесь 7 столбиков. Да? То есть получается, сейчас мы, смотрите, считаем 1, 2, 3. И в 4-й столбик вот так вот ныряем. Вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. Раз. Опять столбик с накидом сюда же. 2. То есть делаем такой же веерочек. Воздушная петелька. И сюда же столбик с накидом. Раз. Столбик с накидом. 2. То есть мы формируем точно такой же веерочек, который у нас был вот такой зелененький. Опять, смотрите, делаем 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. Перепрыгиваем через наш зеленый веерочек. И непосредственно идем к белому ряду. Пропускаем 3 столбика
Раз, два, три. В четвертый мы будем провязывать точно такой же веерочек. Столбик с накидом раз, столбик с накидом 2, воздушная петелька, сюда же столбик с накидом раз, столбик с накидом 2. Понятно? Вот. То есть получается, провязывайте точно такие же веерочки. Угу. Только получается, чуть-чуть мы их сдвинем. Раз, два, три воздушные петельки. Опять пропускаем 3 столбика. И в четвертый провязываем наш веерочек. Не сложно? Не сложно. То есть белый ряд дружит с белым рядом, а в дальнейшем цветной ряд будет дружить с цветным рядом. Понятно? Все. Давайте вот так вот провязывайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте. Несложно, у вас получится. Так, смотрите, вот практически мы провязали до конца. Почему практически? Я хочу показать вам, как мы здесь заканчиваем ряд. После последнего нашего столбика в веерочке мы делаем воздушную петельку и присоединяемся к третьему столбику. Помните, да? Раз, два, три. К третьему столбику присоединяемся, вытягиваем ниточку. Мы должны провязать столбик без накида, но мы будем провязывать вот эти 2 петельки цветной ниточкой. Мы сразу же как бы сделаем и столбик, и переключимся на новую ниточку. Все, и столбик есть, и ниточка новая. Все, подтянули беленькую. Дальше 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И сюда же, вот в этот же столбик без накида, мы провязываем 2 столбика с накидом. Раз, и сюда же 2. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Опять перепрыгиваем через наш веерочек. И перепрыгиваем мы вот до зеленого веерочка. Помните, арочку делали из воздушной петельки? То есть у нас зелененькая, да, в данном случае цветная ниточка будет работать именно с цветным вот этим вот рядом. Накид. Нырнули в эту арочку. Захватили и белую, получается, ниточку. И провязываем. Раз столбик с накидом. Сюда же 2 столбик с накидом. Воздушная петелька. Раз столбик с накидом. 2 столбик с накидом. Угу. Тот же самый веерочек, видите? Вот, опять 3 воздушные петельки. Видите, ниточка уже переключается. Опять перепрыгиваем через белый веерочек и идем к зелененькому. Захватываем вместе и беленькую ниточку. И провязываем опять. Раз столбик с накидом. 2 столбик с накидом. Воздушная петелька. И сюда же. Поняли, да? То есть вот такими вот веерочками вы вяжете до конца ряда. Не сложно? Не сложно. Давайте. До конца ряда. Потом я вас опять встречаю. Договорились? Давайте. Так, смотрите. Вот у нас цветной веерочек над цветным веерочком. Несложно. Заканчиваем точно так же. После 3 столбиков, да, делаем вот так вот воздушную петельку, подтягиваем ниточку и переключаемся опять на белую ниточку. Угу. Все, вы уже помните. То есть мы повторяем тот же самый белый ряд. Вот прям точь в точь. Опять в 3-ю петельку подъема крючок вводим. Захватываем белую ниточку, сильно ее не тянем, вот так вот на нее переключаемся, делаем воздушную петельку и сюда же столбик без накида. Есть. После столбика без накида у нас идет веерочек, накид, и мы переключаемся вот на белый веерочек, то есть белый с белым. Теперь мы захватываем зеленую вместе, будем провязывать. Столбик с накидом раз, столбик с накидом 2, воздушная петелька, опять столбик с накидом раз, столбик с накидом 2. Все, веерочек над веерочком. Понятно? Беленькие будут над беленьким, цветные будут над цветным, ничего сложного. А по идее, получается, узорчик-то один и тот же. Что мы здесь цветной вяжем, да, веерочек и 3 воздушные петельки. Что здесь вяжем, белых ниточек, веерочек, 3 воздушных петельки. Угу. Все, несложно. Вот вся красота данного узорчика. Единственное, что красота в данного узорчика заключается в чем? Что у вас веерочки, получается, будут один над другим, и как бы вязание у вас будет не горизонтальное цветное сменяться, да, а по вертикали будет сменяться, видите? То есть у вас будут беленькие веерочки, ну в моем случае, да, беленькие, 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 а между ними будут цветные. Сейчас будет цвет меняться и будут цветные. Интересно? Несложно, да? Самое главное, что несложно и интересно. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков и посмотрим, что в итоге получается. Получится красиво, необычно и просто. Все, встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков, да, и, например, решила я, что все, мне достаточно, да, например, дальше я не буду увеличивать свой образец. Как я решила закончить?
То есть я провязываю те же самые веерочки, но, смотрите, я между веерочками не делаю 3 воздушные петельки. Я делаю одну воздушную петельку, потом я в веерочек делаю столбик без накида и одну воздушную петельку. Это будет в дальнейшем мне как бы выравнивание для моих столбиков. Смотрите, вот веерочек. Дальше мы делали 3 воздушные, да? Но я не буду делать. Смотрите, я сделаю одну воздушную, потом я ныряю в веерочек, делаю столбик без накида, одна воздушная. Затем я продолжаю вязать веерочек, как он у меня и был. Раз, два, воздушная петелька, и сюда же опять раз, два, и потом получается воздушная петелька и столбик без накида вот в третий столбик. Угу. И здесь я уже не меняю ниточку, я делаю 3 петельки подъема, да, и выравниваю, получается, свой край. Смотрите как. Повернулись, и я буду провязывать вот в следующую, получается, арочку из воздушной петельки, столбик с накидом. Далее у меня, по идее, как бы веерочек, да, все равно как бы увеличение идет. Поэтому 2 столбика я провяжу как полустолбики с накидом. То есть накид, вытянула ниточку и сразу все 3 вместе провязала. Накид, вытянула ниточку и сразу все 3 вместе провязала. Непосредственно в центр арочки, в арочку, да, получается, я делаю столбик без накида. Поняли? Опять полустолбик с накидом, полустолбик с накидом. А там, где у меня получается воздушную петельку, я сделала столбик без накида, воздушную петельку, как бы это низинка, да, я провязываю как 3 столбика с накидом. Раз, в столбик, 2 и в арочку 3. Поняли? У меня же получается волна идет вверх, вниз, вверх, вниз. Получается, вверху я провязываю полустолбик, полустолбик, столбик без накида, полустолбик, полустолбик, а там, где низинка, видите, 3 столбика с накидом. Понятно? И мне как бы из-за этого краешек мой выравнивается. Еще раз. Начинается наш веерочек подниматься. Так? Первые 2 столбика провязываю полустолбиками с накидом. Раз, два. Самую верхушку, да, там, где арочка, провязываю столбиком без накида. Опять 2 столбика провязываю полустолбиками с накидом. Раз, два. А вот эти вот, получается, как бы 3 воздушные петельки, которые были, да, мы сделали воздушная петелька, столбик, воздушная петелька. Я их провязываю обычными столбиками с накидом. То есть они будут такие высокие. Раз, два, три. Понятно? И когда посмотрите, видите, край-то выравнивается. Что нам необходимо было. Все, давайте я сейчас провяжу до конца ряда и покажу вам, что получилось. Итак, смотрите, вот я провязала несколько рядочков, да, у нас получаются такие вот вертикальные полосочки, да, кто-то просил узорчики именно разноцветные с вертикальными полосочками, ну вот как один из вариантов, да. Итак, узорчик, смотрите, несложный, да, ровно мы его закончили, все как положено, то есть кому надо, кому нет необходимости, можете вот так вот волнами и оставлять, смотря какое у вас изделие будет. Акрил, очень мягенький, очень приятный на ощупь получается. Чуть-чуть тянется, потому что, ну, немного воздушных петелек, да. Получается у нас какой узорчик? Двусторонний. То есть хотите одну сторону, хотите другую. Вы можете вязать как топики, да, кардиганчики, кофточки. Это может быть и шарфики, и снудики, и шапочки, все что угодно. Вы сохраняете вертикальный узорчик. Хотите, может быть, не такую секционную, да, пряжу, не обязательно брать. Вы можете просто также однотонную. Может быть, это у вас будет белый также цвет, может быть, синий, может быть, розовый, а может быть, например, там, зеленый, оранжевый, какой угодно, да. Вот. Естественно, что универсально получается и для сумочек, и для чехольчиков, и для сидушек, и для накидушек, и для ковриков, для чего угодно. Берете любую пряжу, можете даже остаточки брать и спокойно творите. Угу. Давайте замерим. Получается, я набирала здесь 33 воздушные петельки. Если этой же пряжи, этой же рукой, это же плотность вязания, этот же крючок, ну как вариант, да? То есть это будет приблизительно около 17 сантиметров. Так, а тут очень просто считается. Смотрите, каждый получается ряд, да? Ну, каждый цвет один ряд. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. И это 18. Гляньте, 18 рядов вяжется очень быстро. Ну что тут, да? Тут вообще ничего замудренного нет. Итак, посчитаем, посмотрим. Это около 14 сантиметров, да? За счет того, что как бы здесь вот веерочки первые, да, краешек немножко как бы вот такой вот волнится. Вот, ну 14 сантиметров. Красота, красота. Мягко, удобно. В копилочку ваших узорчиков. Что-то захочется незатейливое такое, да? Кто спрашивал незатейливые узорчики? Вот, смотрите. Вертикальный и незатейливый. Красота.
Красота. Я жду ваших комментариев. Не забудьте поставить лайк. Подпишитесь, кто еще этого не сделал, потому что впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда новинки появятся на канале. Под видео внизу справа стрелочка «Поделиться». Делитесь с друзьями, с подружками в разных соцсетях. Заранее спасибо большое. А также нажимайте на плюсик. Так вы сохраните видео в своих плейлистах. Да, можете их как-то угодно, там папочки свои назвать. И можете смотреть в удобное для вас время. Угу. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.